Врываясь в 2021 как Басманов с Бельским в постель Грозного. Вы не ждали, а оно пришло. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Вы на канале Дарки. Любители Басманова, расходимся. У нас, кажется, конкурент. Впрочем, не совсем. Ведь второй юноша Грозного появился у него уже после ссылки Федора. Об этом тоже ходят слухи, но я не нашла никаких интересных статей. Поэтому собрала всю информацию из первоисточников и написала ее для вас сама. Надеюсь, вы оцените мою работу пальцем вверх и подпиской на мой канал. А мы встречаем второго царева любовника. Его имя Богдан Бельский. Погнали! Ступай прочь, Богдашка, прибью. Разве это хорошо, Федор? Но прежде чем мы поговорим о Бельском, есть еще один интересный фигурант. Их интимная сторона жизни с Грозным не подтверждена, однако есть интересные нюансы их отношений, о которых я хочу вам рассказать. Токсичный. Слово, идеально описывающее окружение юного Ивана Грозного. Когда он родился, его отцу, великому князю Василию Ивановичу, было более 50 лет. Не имея детей от первого брака с Соломонией Сабуровой, он его расторг и женился на литовской княжне Елене из рода Глинских. Но еще больше скандал вызвал даже не повторный брак, а то, что перед его заключением Василий побрил бороду. Дело в том, что тогда на Руси борода считалась признаком мужской силы, зрелости и мудрости, а сбрить ее значит уподобиться иностранцам, зеленым юнгам, женщинам и содомитам. Вот почему бояре так перепугались, когда Петр I велел брить бороды. Из аргументов против бритья бород особой популярностью пользовалось утверждение, что если мужики начнут бриться, то будут краше женщин, чем других мужиков во грех ведут. Многие ученые-мужи ринулись писать трактаты о недопустимости бритья бороды, и одним из них был Сильвестр, впоследствии ставший наставником юного Ивана. В своем первом видео о Грозном я его уже упоминала. В послании Ивану Сильвестр осуждал окружение царя за пристрастие к содомскому греху. Иван послушал наставника и бороды не сбрил. Но, как мы знаем, спать с мужиками ему это не мешало. Но вернемся к его отцу. Второй брак тоже не принес Василию счастья. Первенец родился только на 5-й год супружеской жизни, что дало повод для многочисленных сплетен. Однако сам Василий этим слухам никогда не верил. Василий умер, когда Ивану не было и 4 лет. После его смерти в стране сразу же начались смуты. К власти пришла мать Ивана, великая княгиня Елена Глинская. При содействии своего фаворита, князя Телепнева-Оболенского, она совершила государственный переворот, освободившись от установленной над ней опеки. Однако надолго удержать власть ей не удалось, и в 1538 году ее не стало. Иван был очень привязан к своей матери, и в его память крепко врезались слухи о том, что она была отравлена боярами. Поутихшая при Елене смута вспыхнула с новой силой. Шуйские сцепились с Бельскими, и ни те, ни другие не гнушались никакими средствами, чтобы удержать власть. После того, как предыдущего митрополита Даниила вынудили уйти в монастырь, его место занял троицкий игумен Иосаф. Он оказался человеком независимым, и ему удалось на время приструнить шуйских. Да и покушение татар заставило бояр сплотиться, чтобы защитить государство. Но когда татары отошли от границ и опасность миновала, шуйские взялись за старое. Князь Иван Васильевич Шуйский, находясь с войсками во Владимире, подготовил правительственный переворот. В ночь на 3 января 1541 года его отряд ворвался в Москву. Князь Иван Бельский был схвачен и сослан на Белоозеро, где в скором времени был убит. Опасаясь за свою жизнь, митрополит Иосаф прибежал ночью в покой Ивана, прося его защиты. Но шуйские нашли его и там. На глазах юного Ивана митрополита подвергли оскорблениям и, вытащив из княжеских покоев, сослали в Кириллов монастырь. Да, эту ночь Иван запомнил надолго. Прошло полгода под властью шуйских, получивших возможность безнаказанно грабить казну. Великого князя никто не боялся, считая его слишком юным и неспособным постоять за себя. Как исчислить подобные бесчестные страдания, перенесенные мною в юности? Сколько раз мне и поесть не давали вовремя. Что же сказать о доставшейся мне родительской казне? Все расхитили коварным образом. Говорили, будто детям боярским на жалование, а взяли себе. А их жаловали не за дело, назначили не по достоинству, а бесчисленную казну деда нашего и отца нашего забрали себе. И на деньги те наковали для себя золотые и серебряные сосуды, и начертали на них имена своих родителей, будто это их наследственное достояние.
Но в один день все наконец изменилось, когда шуйские напали на тех, кто стал Ивану второй семьей. Во время правления Елены Глинской Федор Воронцов не играл при дворе особо важной роли. У него был сын Василий, одного с Иваном возраста. Иван был очень к ним привязан, что не укрылось от шуйских. Опасаясь возвышения Воронцова, шуйские во главе с князем Андреем первые нанесли удар. В сентябре 1543 года шуйские при государе и митрополите учинили насилие над Федором Воронцовым за то, что его великий князь жалует и бережет. Его сыном хотели убить, но Иван слезно просил этого не делать, и их в итоге сослали в Кострому. Неожиданно для всех Иван велел схватить Андрея Михайловича Шуйского и предать псарям. Такая бесславная смерть князя Андрея положила конец правлению шуйских. А народ никак не мог поверить, что малолетний государь мог приказать такое. Бояре же надолго зареклись выступать против воли Ивана. На тот момент ему было 13 лет. Расправившись с Шуйским, Иван тотчас вернул Воронцовых из ссылки. Однако надолго удержаться при дворе Воронцову не удалось. Он совершил ту же ошибку, что и Шуйский, попытавшись управлять страной, не считаясь волей Ивана. Воронцов был выслан теперь уже по приказу самого Ивана, а позднее попал в опалу и был казнен. Пощадил Иван только его сына, Василия. Василий Воронцов стал воеводой и участвовал в Ливонской войне. На время ему удалось сдержать наступление литовцев, но, когда на следующий день битва возобновилась и большая часть русского войска бежала, он был тем из немногих, кто остался верен царю и погиб с оружием в руках. После того, как Федор Басманов был казнен, или, по другим сведениям, которым я больше склоняюсь верить, сослан в Белоозеро, освободилось вакантное местечко Фаворита. И вскоре, естественно, нашлись те, кто хотел бы его занять. Помня то, какие милости Грозный оказывал любимому Кравчему, и то, как высоко он вознесся, будучи низкого происхождения, попытать счастье захотел и Богдан Бельский. Начав как рында, вскоре он был замечен царем и стал его приближенным. В итоге он долгое время спал с ним в одной комнате. На тот момент Бельскому было около 20 лет. Кстати, если кто-то не знал, то Федор был и того младше, ему было около 14-15 лет. Ну, плюс-минус, но то, что он был совсем юный, это точно. Впрочем, сейчас не о нем. Используя свой незаурядный ум и энергичность, Бельский пытался пробить себе дорогу наверх, но Грозный не счел нужным пожаловать ему высокий чин. Иван Васильевич поручил ему вести свои личные дела. Бельский Богдан Яковлевич был племянником Малюты Скуратова. Неясно, по какой причине товарищ Бельский долгие годы отходил ко сну в одной опочивальне с Иваном Грозным, но есть предположение, что таким образом он играл роль телохранителя великого князя. Впрочем, кто их знает. С 1575 по 1576 год Бельский был влиятельнейшим членом особого двора и, по мнению сэра Джерома Гарсе, стал главным любимцем царя. В 1573 году в чине стольника он получал 250 рублей в год. В 1577 стал дунным дворянином, а с января 1578 года Грозный назначил его оружничьим. Вплоть до смерти царя Богдан Бельский оставался его бессменным фаворитом. Когда по случаю появления в небе хвостатой кометы при дворе собрались различные прорицатели и астрологи, то присматривать за ними поручил именно Бельскому. И он же занимался воспитанием сына Ивана от Марии Ногой. Народ Бельского не очень-то любил, и во время народных волнений он чуть не был убит и спасся в царских палатах. Мечты о власти Бельский не оставлял, однако ему не удалось стать Федором Басмановым X2. В силу определенных причин, а может, возраст был уже не тот. В итоге он не был удостоен желанных почестей, хотя так старался. Иван Грозный скончался во время игры в шахматы с Богданом Бельским, и по Москве поползли слухи, что тот сговорился с Годуновым и задушил царя, когда с ним случился очередной припадок. После смерти Ивана IV Бельский был обвинен в измене и отправлен в ссылку в Нижний Новгород, но вскоре был прощен и вернулся назад при содействии Годунова. Именно Годунов пожаловал ему чин окольничего. В конечном итоге судьба Бельского тоже не оказалась счастливой. В 1611 году он был растерзан толпой, когда отказался давать присягу Лжедмитрию II. Что ж, друзья, теперь у вас, возможно, отпадут вопросы касательно того, кто такой Богдан Бельский. Конечно, нет открытых упоминаний о развратничестве, как с Федором, но все-таки то, что мне удалось найти, я вам показала. Быть царским фаворитом – большая честь, и, по всей вероятности, недостаточно быть просто умелым, хорошим или умным. Должна быть какая-то изюминка, какой-то особый талант, как говорил Анисимов про Меньшикова. А вот в чем заключается этот особый талант, остается загадкой.
Спасибо за просмотр, друзья. Очень надеюсь на вашу поддержку и вашу активность в комментариях. Ну и, как обычно, присылайте мне идеи для роликов, делитесь моими видео и прибегайте в мой инстаграм, потому что там я всегда делюсь всей интересной информацией, которую мне удается найти, и многое другое. С наступившим вас 2021. Спасибо за то, что каждый день вас становится немного больше на моем канале. Увидимся совсем скоро в новом видео. Всем пока!